Итак, ребят, я всех приветствую. Начинаем наш стрим. Сейчас игрушечка загрузится. Так, ну вроде музычка сейчас должна пойти. Вроде бы должна пойти. Так, все, картинка есть, музычка есть, и у нас есть боевой пропуск. Не забудьте его забрать. Сейчас мы его... Боевые наборы, точнее, не боевой пропуск. Обговорился. Так, щелкнем его. Напомним потом людям. Не самый, кстати, плохой герой. Мизу. Морская пена. Забираем ее. Забираем. И у нас сейчас 13:00, соответственно, сейчас начнется башня. Сейчас начнется башня. Так, еще 13 минут. Здесь тоже поиграем. Так, да. Привет, Дима, привет, Виктор. Привет, Артур. Так, по поводу гильдии сразу, чтобы определиться, есть у нас места или нет. Да, у нас есть 2 места. Ты можешь связаться, сейчас я его найду, вот, лидер гильдии Тарас. Можешь связаться с Тарасом и по поводу вступления с ним поговорить. В принципе, у нас никаких, насколько я знаю, там норм для вступления нету. То есть либо просто подай заявку. Единственное, что 4 дня не приходишь в игру, соответственно, ну, до свидания. Вот. Если каждый день играешь, соответственно, никаких проблем нет. Просто подай заявку. Вот, Академ Инт. 11 уровень гильдии. По гильдейским бонусам у нас вот так вот, в принципе, вверх мы сделали весь 5, кроме природников, стрелков и вот этого атака героем ближнего боя. Ну и, соответственно, башни. И вот пыль тоже надо бы, конечно, поднять нам. Соответственно, низ пока, ну, такое себе, скажем так. Ну вот, что есть. Основное это вот, конечно, эволюция и улучшение карт. То есть 5 уровень у нас дан. Так что, если еще не передумал, то подавай заявку. Привет, Алексей. Привет, ЛМД. Ну что, по поводу события сразу определимся. Вешу я, соответственно, вот здесь вот 15 тысяч из 40 тысяч набрано, 2600 есть, то есть, ну, по-любому еще один я сундук открою, и открою еще один бонусный сундук, и вот там уже как пойдет. То есть, если повезет, упадет рун, и мы, может, еще потрепыхаемся. Ну, единственное, что бонусный я вряд ли наберу. Но хотелось бы, конечно, хотя бы вот до сюда бы доползти все-таки. Рун очень мало потрачено в этом событии, всего 33 тысячи, в прошлом было 160 тысяч. Ну, нету сейчас изюма вот на эти 20 призывов, нету, там 3 свитка у меня, по-моему, это очень мало, не хватает мне категорически на прохождение, да, 3 свиточка у меня, вот пускай они лучше лежат тогда на следующее событие, там у нас следующее Фимперия, если не ошибаюсь, ну вот там уже и попробуем что-то. С учениками тоже что-то последнее время беда, мало того, что они не находятся, те, кто находится, еще и не особо играют, вот. Даже вот так вот, если брать, ну, 17 часов, 1616. То есть не понимаю людей, но если ты реально как бы играешь, а они вроде как, ну, заходят, играют. Ну, вот 17 уровень берется за 2 дня. То есть абсолютно ничего там сложного нету. Да, вот предлагают нам Мизу вот за 1000 рублей. Плюс 2000 изюма.
Можно было бы, блин, извратиться, даже не пришлось бы тратить, грубо говоря, 2500, потому что так у нас вот он, 2500 стоит этот набор для прохождения третьей главы. Это четко набор для прохождения третьей главы, потому что в основном все виснут на 40 тысячах рун, ну, либо на открыть 4 легендарных. Здесь ты можешь открыть и 4 легендарных, и спокойно 20 свитков открыть, и плюс там еще, ну, пройти эти, как его, блин, да что ж такое, из головы вылетело. Пройти, соответственно, легендарные духовные связи, это тоже, если у тебя уже герои эти есть, то это не составляет каких-то больших проблем. Ну, я эту музыку. Вот. Этот вариант тоже позволяет вам пройти, в принципе, вот вторую главу, ой, третью главу. То есть 2000, вот у меня 1000 есть, то есть потратить 2500, грубо говоря, там, и проскочить поверху. Там, соответственно, духовные связи никаких проблем себе не несут, и можно спокойно проходить. Яму прошел до последнего босса, а последнего босса не прошел. Так, Галина... Галина, идите полем лесом. Ну вот, да, очень, конечно, 3 события очень сложно проходить. Очень сложно проходить 3 события подряд. Это доставляет большие реально проблемы. В принципе, низу, опять же. Вот, да. Давайте пока под это дело, пока я тут балаболю про все эти события и прочее, поиграем яму пока, ой, яму, башню, тоже у меня постоянно путаница это в голове, яма, башня, башня, яма. Поиграем башню тогда, там заодно и рунок немножко набьем, ну и все такое прочее. Нутриен нам попадается, так, ну здесь, пожалуй, лучший будет вот этот, да. Даст он нам одну двойную рунку атаки, он поставит 3 своих рунки. У него по 33 должно быть, да, по 33. Угу. Нет, призывы-то понятно. Я так понимаю, что он имеет в виду, что за гемы где, ну, где 20 призывов надо, я так понимаю, сделать. Или... набрать монетки не можешь? Ну, блин, это уже... Это уже тогда проблематично. Так, вот хреново он ее поставил, эту мадемуазель. Ладно, ставим тогда Ореоха. В принципе, сейчас, если получится, мы ее добьем, но он ее прикроет, скорее всего. Эту девочку, да, он ее прикрывает. Ага. Ага. Ну, давайте тогда так попробуем. Он раздаст шипы. Девочка сама себя... Так, это умирает. Он у нас дает при атаке союзника, дает ему ей 20 шипов. Не самый худший вариант, блин. Ну, еще и туда. Ну, блин, ну, вот вообще печаль. Ладно, этот умирает. Так, порядка мы можем убить одного. Либо по пятерочке нанести, либо дерево поставить. Блин, хреново. Хреново, откровенно говоря. Ладно, давайте вот так вот тогда. Отлично, убили мы Александрию. Пусть и таким извращенным способом. Но все-таки грохнули ее. Так, нужно вот этого... Так, он умер. Соответственно, как здесь лучше сыграть? Поставить его, он украдет атаку. У врагов линии. В линии нам, соответственно, его не поставить. Ну, давайте тогда вот так вот сделаем проще, да и все. Оставим ему 131. Сейчас он выпустит, должен выпустить, да, своих рокербоев. Не самым лучшим способом они встали, прямо скажем. Не самым лучшим. Ну ладно, этого мы сольем. Этого мы сольем. Замораживать 2 случайных врагов, кроме природы. Ну, вот так вот давайте тогда сделаем. В принципе, здесь уже вилка для него. Это наша победа.
Ну, вообще, да, друзей надо чистить постоянно. Больше 2 дней нету, нафиг посылать. Ну, красавчик, красавчик задрот, привет. Да, для 2 недель нормально. Абсолютно нормальный результат. Так, ну, все, добиваем его. Башню поставил, ничего она ему не дала. Добиваем мы нутриеном. Получаем мы один свой сундучок этот. Нужный, ненужный, черт его знает. 495 карточек, может двойные хотя бы будут. Нет, двойных нету. Ну, 25 рун мы забираем. Ладно, поехали дальше. Потихонечку. Тоже пиратик нам попадается. Ну, я говорю, за 2 дня берется, соответственно, 17 уровень. За 2 дня он берется. Ну, блин, не совсем понимаю, когда там начинаются у людей какие-то бешеные заморочки. Леги сейчас падают абсолютно нормально, тем более на старте. Никаких с этим проблем нету. Соответственно, так, давайте вот так вот сделаем. Там, в принципе, здоровье у нас нормально. Здесь куст умер. Можно сейчас будет либо панду поставить, либо... Ну да, скорее всего, тогда его поставим. Здоровья побольше. Акул мы пока не ставим. Акул мы держим, стараемся держать до того момента, пока он своих акул не поставит. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Понятно, у него вот такая лего вышла. Не самая приятная, но и не самая как бы и ужасная вроде. Так, ну, наверное, тогда будет проще поставить вот так вот. У меня, конечно, тоже они там прям не топово прокачаны, но маленько мы его потравим. Следующим ходом мы его убьем. Вот он ставит, да, своих акул. Каку. Если к вам плывет какула, убегайте как от акулы. Ну, нормально, нормально. Я доволен, в принципе, тем, как сейчас развивается все. Здесь так, здесь так. Здесь можно вообще вот так вот поставить. Это умер, этот умер. Все. Отлично. Поле пустое. У нас поле полное. И, в принципе, у нас тут огромное преимущество. Не думаю, что он здесь сможет что-то сделать еще. Что-то еще сделать. Давайте вот так вот поставим. Умирает цветочек. Ну и здесь можно будет сейчас его спокойно уже добить. Добиваем его. Все, убили. Уже неплохо. 200 монеток получаем мы медных. Мало, конечно, но вот в идеале, конечно, нужно, да, под двойные монетки все это делать. Но, блин, там можно потерять столько изюма, что просто, блин, не вывезешь. Крыса дали, это неплохо. Вот крысе я всегда рад. Что синий, что эпической, что редкий. По поводу скинов, ну да, я согласен. Сначала я все-таки советую покупать пирата. По-моему, это самый лучший выбор для начала. То есть... Сейчас мы, кстати, скинем в этом. Так. Поехали дальше. 2 победки у нас есть. 2 победки у нас есть. Так. Понятно, понятно. Так, вот здесь уже противник нам попался интересный, скажем так. Замораживаем мы эту жабу. Стрелков нам, ну, нормальных в принципе не дали. Попробуем, конечно, простоять. Ну, здесь понятно, понятно все. Здесь, в принципе, уже все понятно. Убивать нам ее особо-то и нечем. Здесь с таким здоровьем выходит, что дальше ехать некуда. Вот единственное, что мы смогли сделать, пожалуй, это вот пока так сыграть. Ну, выпускать опять же, вот сейчас мы его выпустим. И что нам это даст? Он тут же кинет немоту. У него плюс еще принц приходит. У него приходит принц. Ну, ставить Массуру. Ну, давайте поставим Массуру, но немного нам это даст, скажем так. Ну, единственное, что да, немножко стол почистили. Вот от принца мы избавились там, от того всего.
Странно, кстати, что он не кидает ни мату. Так, ну давай только не будем вот начинать с вылетов прям. Блин, и ни одного стрелка. Заметьте, ни одного стрелка. Кстати, у нее есть сейчас бабл? Да, у нее есть щит судьбы. Как обычно, этот баг он не показывает, что был щит судьбы. Так, камушки вышли. Ну, камушки вышли на руны. Нам вот главное от жабы избавиться. Это самое главное. То есть Вилана пофигу. Вилана пофигу. При атаке по вражескому варлорду. Работал блок. Ну, давайте. Так, ладно, от этих мы избавились. Блин, 32 осталось. Ну, он сейчас ее опять закроет. Ну, и мне 134 тупо не слить прямо сейчас. Блин, да что ж такое, игра так подвисает? Ну, просто беда вообще. Так, здесь давать бессмысленно. Так, вот сейчас мы немножечко прикрылись. Есть у нас Худу, есть у нас Тенгу. Тенгу и Худу можно, в принципе, закрыться, попробовать. Отлично, сливаем мы жабу. Крайне я доволен. Крайне я доволен, что мы наконец ее слили. Надеюсь, проблем не будет. Так, так, так. Да, я играю через BlueStacks. Через Steam там... Через Steam там другая тема. Давайте попробуем. Ну, немножко не на того. Раз, два, три, четыре. Отлично, добили. Ну и в принципе здесь мы должны побеждать по-хорошему. Если чудо не случится. Чудо не случилось, побеждаем спокойно. Вот даже руну снимем ему. И добивает она его. Эпическая девочка нас просто вытащила. По полной программе. Эпическая Грейс. В одно лицо она сейчас практически сделала все. Так, забираем мы 495 совы, 495 Артурки и 495 ярости. Так, сейчас, секундочку. Я, как обычно, там туплю. Так, 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 удалить сообщение. Ну, что ты, блин. Слушай, Телеграм, блин, своеобразная хрень. Так, третья победка у нас есть. Погнали дальше. Погнали дальше. Через что снимаю? Да через OBS снимаю. Все стандартно. Никаких там извращений. Чистый OBS, да и все. Так, в очередной раз понеслись варлорды. Так, вот здесь при атаке по вражескому варлорду получает бонус атаки, равный своему здоровью. Но, как обычно, как только я ее могу поставить, сразу же все перекрыто. Так, что он там ставит? Он ставит сову. Ну, здесь все равно будет, в принципе, немота идти, так что можно вот так вот сыграть, по большому счету. Так. Это не то. Так, что у нас там? Ага, девочку ты поставил. Ну, поставим тогда вот так, просто чтобы ее заморозить. Она за 2 хода как раз умрет. Он сейчас должен немоту будет кинуть. Да, он кидает немоту. Он кидает немоту. Так, сейчас мы это сделаем. Угу.
Да, почему? Ну, начинай, почему нет-то? Это дело такое. Блин, вот ёшкин-кошкин, блядь. Из всего, что он мне дал, я не могу сейчас прямо вот использовать ничего. Ну, поставлю хотя бы, чтобы броня была. Ну, это трэш, конечно. Что ж такое? Блин, Афина вышла. Да твою мать. Они атаки, блин, набрали. Ну, трэш вообще. Что творится, вообще не понимаю. Так, камни он поставил. Камни поставил. Этих двух убил. Отлично. Так, ладно, хоть этот выжил. Здесь разобрались. Это сейчас умрет. Умерла. Все, здесь камень тоже помрет. Угу. Это который при атаке, да? Да, который при атаке. Кстати, очень странно вообще на самом деле. Он сейчас даст 2 руны аж, блин. Это хреново. Ну вот камни наконец-то сдохли. 140 атаки, блин. 140 атаки. Ёлки-палки. Ну вот я надеюсь, что он хотя бы не ее... Блин, да что ж такое? Ну флоса, значит, надо было ставить. Да твою мать, блядь. Ну вот как это называется, блин? Ну добью я ее, понятное дело. Ну блин, ну капец, просто капец. Ну вообще жесть, короче. Именно его он и заморозил, вот, блядь. Ладно, давайте ее прикроем. Ну вот поражение из-за того, что тупо была заморожена, блин. И мы еще и не добиваем, твою мать. Нет, добиваем дерево, блин. Спасибо кусту называется. Ну вот так, что мы здесь можем? Здесь, наверное, понятно. Блин, еще и двойные атаки, да? Двойные атаки, блядь. Ой, ну давайте прикроемся. Хотя бы чуть-чуть подлечиться. Чуть-чуть хотя бы. Ну, сейчас нас убивают. Блин, капец. Блядь, 2 раза, блядь, и остро вышло. 2 раза, блядь. Ты чё, сука, блин? Блин, реально того рот топтал, блядь. Вот это уже беспредел называется, блядь. Это когда ты начинаешь, сука, выигрывать, блядь. Привет, привет, 13. Это когда ты, блядь, начинаешь реально выигрывать, блядь, и тебе нахуй указывают твое место. Ваше место, сударь, возле параши это называется, блядь. Ну как, блядь, еще можно на это отреагировать? Четкая победа, он морозит именно, блядь, Харона, нахуй. А после этого он, блядь, вот такую дичь творит, блядь. Я реально не понимаю, блядь, почему так происходит, нахуй. Так, можно по 24 нанести, все поле слить, да? Все поле слить. Либо сыграть вот так вот, там по семерочке. Давайте, наверное, лучше так. Бьем его к чертовой матери. Макс, брысь! Зараза. Ну, понятно, что он, блядь, на двойную атаку поставит, притом нормального героя, блин. Ну, еще и, блядь, сегодня вот реально какая-то жесть просто, блядь. Жесть, дичь, я не знаю, как это назвать, блядь. Да и острый не то, что бесит. Я бы справился, хрен ты с ним, с этой острой. Бесит то, что она выходит тогда, когда она, грубо говоря, должна выйти. Но она нахрен не нужна. Вот в чем вся беда-то. Так, понятно. Орех, Чокопай. Орех, Чокопай. И что мы тут можем? Он все равно умирает как бы. Мы, по идее, можем подлечиться. Блин, там этот появился. Твою мать. Очень плохо. Вот, блин, мертвячка-то я и забыл. Соответственно, сейчас мы будем получать по харе.
Ну, с этим мы справились, ладно. Макс, я немножко занят. Давай ты пойдешь поиграешь пока сам. А, Максюта? Да, Максюта? Максюта сам пойдет, поиграет? Ну, еще хорошо, что благо у него не сильно прокачан был Ореох. Только это нас вот реально спасло. Ой, нифига себе. Ты откуда такую вытащил, мадемуазель-то, блядь? Так, 55. Ну, давайте так тогда. Все равно бы не добили, к сожалению. Сейчас пойдут камни. Немота и камни, да. У нас есть крыса. У нас есть дракон. Кого выпустить, сейчас посмотрим. Крокодил вышел. Окей. Блин, а мы сдохнем, да? Ну, придется сдохнуть, но отдать двойную. Блин, но крокодил очень плохо вышел. Вообще не в тему крокодил вышел. Вот реально. Он всем атаку снизил. Он всем снизил атаку. Атака порядка. Ну, надо закрываться от нее по-хорошему. Ну, тоже засчитает он, что мы ее как бы атакуем. Нет, не засчитал. Ой, блин, ну это жесть, блядь. Вот опять под конец выходит четко два героя, блядь, да? Нужных. А мы все до сих пор с этими рунами справиться не можем, блядь. Так, он превращает раненого врага дальнего боя. У нас нету раненых врагов дальнего боя, блядь. Ну это пипец. Блядь, просто охреневаю, вот реально. Все было нормально, блядь. На, хавай, Сережа. Просто на, вот жри полной ложкой, блядь. Ну, конечно, конечно. Блядь, базаришь. Просто базаришь, блядь. Он выставил вообще, вот, блядь, он всю игру сливал, нахуй. После этого он, блядь, поставил всего лишь пару героев, блядь, и выиграл. Нахуй. Я не знаю, как на это реагировать. Честно говоря, честно это, нечестно. Я уже запутался, блядь. Честно говоря, запутался. Давайте так начнем. Давай порядка выстави. Хоть раз попади. Привет, Дима. Когда рост? Да вроде как вот 7 числа должен быть рост. Если я ничего не путаю. 42-47. Давайте лучше кус снесем. Точнее, домик. Он и сам сдохнет тот. Тот сдохнет. Так, ну вот сейчас вся надежда. Блять. Твою мать! Ну, как еще на это, блядь, реагировать? Ну, постоянно 50 на 50, блядь, не в мою пользу, блин. Постоянно, блядь. Ну, и остру ставить. Вот стоит и остру ставить или не стоит и остру ставить? По-хорошему не стоит. Да, он как бы не сдохнет. Ну, блин. Ладно, давайте и остру поставим. Хрен с ним. Не вижу, что, конечно, не считаю, что это самый лучший вариант. Но он еще и хилится, из-за этого мы получаем урон. Да, он сейчас, конечно, кинет немоту. Так, это он поставил, да, я так понимаю. Так, Максим, иди, пожалуйста, сам поигрушкой. Вот это как раз не страшно. Здесь мы поставим вот так вот, в принципе. Чтобы с камнями побыстрее нам разделаться, блин. Все, с камнями мы разделались, да, здоровье у него полное. Но пока у нас преимущество по столу. Пока что у нас преимущество по столу. Так, там 17, давайте сразу от руны тогда избавимся. Блин, гребаная лотерея, блядь, просто пипец. Да я вот таки нерпой смеюсь, блин.
А так, походу, вся пачка на выбор в доступе. Ну, походу, да. Нет, Максим это кот. Больше здесь просто особо ставить некого, на самом деле. Ну, я не знаю, ну если мы сейчас здесь проиграем, ну, я вообще тогда не представляю, что в этой игре еще делать. И мы так и могли бы проиграть, елки-палки. Ну, давайте так, ладно, все, выигрываем. Но это жесть, конечно. До этого вот две партии были... Я считаю, что это было просто нечестно со стороны компьютера именно. То есть там были... Хотя бы одна из них точно была выигрышная, но я потом, конечно, еще разок пересмотрю. Но я считаю, что там было несправедливо. Дают нам шершаха синего и дают нам... Блин, забыл, как ее зовут, эту дуру. Забыл, как ее зовут, эту дуру. Из чего бот выбирает? Нет, тебе никогда нам не покажут, из чего бот выбирает, потому что он выбирает, я так понимаю, ориентируясь на ситуацию, которая происходит на поле. То есть что-то на поле произошло, и ему, соответственно, выпадают те карты, которыми он может в какой-то степени, скажем так, законтрить игрока. Вот и все. Блин, он еще и не на руне стоит. Ну, вообще печаль. Вообще печаль. Так, при атаке дает плюс 27 союзникам, в начале хода получает плюс 8. Я даже не знаю, как здесь лучше сделать. У меня и этих-то нету. Ну, дал он нам здоровье, но сейчас пойдет немота, и наше здоровье превратится в тыкву. Что, в принципе, логично, да? И из стрелков он, кстати, нам нормальных ни хрена не дал. От слова совсем. Ну, я могу им украсть атаку минус 44. Но, опять же, что это нам даст? Давайте так попробуем. Хотя бы его мы, может быть, сольем. Цветочек было бы просто неплохо реально слить. Посмотрим, что у него выйдет. Ну, блин, у него выходит вот что. Но очень плохо. Очень плохо. И мы его убить толком не можем. 48. Или можем? По-моему, можем. Блин, 46. Да твою ж мать! Ну, сейчас поставим мы и острую сюда, но, блин, это плохо. Это очень плохо. Да, ну придется сейчас сюда ставить. На самом деле придется. Единственное, что она плохо, что всем наносит мужикам. И своим, и чужим. Так, по 35 нанесли уже неплохо. Сейчас надо нам еще с этим типом разобраться. Ну, кстати, тоже не худший вариант. Нормально. Не самый худший вариант. Давай. Блин, я идиот, короче. Вот больше у меня других слов про себя нету. Так, что мы тут можем? Он наносит постолько, да? Ну, вроде должны мы выживать. Да, 35. Отлично, убиваем ее. Пятнашки, да, она нам наносит. Зараза. Вот реально зараза. Ну, давайте. Выживает, блин. Плохо. Есть у него на 90? Нет у него на 90. Мы побеждаем, но это, блин, было сурово. Это была суровая партия. Привет, Винер. Привет всем, с кем еще не поздоровался. Побеждаем мы в этой партии. Блин, была сложная довольно игра. Ну, дали нам 215 эпического вилана. Получается, 5 игр мы выиграли. Ну, вот сейчас попробуем выиграть шестую. Попробуем. Конечно, очень в тему просто зашел. Случайному врагу хаоса. Ну, не так плохо, кстати. Плохо, что я сразу руны не поставил. Вот это реально плохо.
Сейчас спрятать может туда опять кого-нибудь. Нет, не стал прятать. Давайте вот так вот прячем его. Тридцатник у него остается. Даже пускай он убьет сейчас нашего. А он его так и убьет. Так, ну давайте так попробуем. Отлично. Убили. Здесь вопрос, кого нам... Блин. Ну, здесь придется ставить Хорна. Просто придется. Потому что иначе было никак. Да, пускай он там кинет немоту, еще что-то, но... Блин, нам ему даже немоту не надо кидать. Зачем действительно париться? Зачем париться? Вот, немота пошла. Не самый худший вариант. Если он еще кого-нибудь туда спрячет, то это будет, пожалуй, я буду даже доволен. То есть, если мы сможем его пробить крысой. Нет, не сможем, да? Не сможем. Но, однако, его нам все равно надо убивать. Отлично, с камнями мы разделались. Камушками мы разделались. Блин, еще бы выжить бы. Так, ну давайте так попробуем. Остается один кустик. Сейчас мы его можем крокодилом, в принципе, забрать. Либо поставить юстию. Что может быть даже лучше будет. Или не лучше. Мы не можем, да, никого, я так понимаю, убить. И мы не можем поставить его. Угу. Блин. Ну, ставить здесь крокодила я вот, честно говоря, просто не вижу большого смысла, на самом деле. Эти сами умирают. Поставить юстию, наверное, будет лучше. Наверное, юстию все-таки будет поставить лучше. Он мажет. Здесь мы можем вот так вот прикрыться, по большому счету. Единственное, что порядка нету. И из-за этого у нас Юстия здоровья не набирает. Вот, хаоса. Но, блин, он сейчас выпустит мертвячков. Крайне маленький шанс, что мы попадем куда нам надо. Очень маленький шанс. Либо поставить крысу. Но крысу, а смысл? Давайте попробуем. Ну, понятное дело. Это было, в принципе, читаемо. Но он-то мажет по-любому. Вот здесь уже вопрос, кто получит немоту. Блин, ну вот здесь можно поставить, сейчас будет тритона на самом деле. Попробовать. Так, привет, тот самый Иван. Так, видео про топы фракции еще актуальны? Частично, да, последние, в принципе, актуальны. Но нужно, конечно, сейчас уже переделывать. Много вышло новых героев. Ну, один волк только 3К стоит. Да, слушай, я вот купил, получается, Дрогана. Крайне благодарен поддержавшим на волка. Мизу. Слушай, вот здесь я, честно говоря, даже не знаю, что тебе сказать. Потому что ставим мы все-таки тритона сюда. Ставим мы тритона, надо избавляться уже от этого кренделя. А, он же сейчас получит промах. Твою мать! Вот и нахрена я ставил тритона. Это дичь просто, блядь. Сейчас этот умирает. Это умирает, замораживает его.
Сейчас опять получит промах, получается. Ну и 53 он по-любому найдет. То есть, в принципе, мы, получается, продули эту партию. Да, мы продули эту партию, к сожалению. Не сумел я перекрыть ряды. По поводу Мизу даже не знаю, слушай. Ну, в принципе, 2000 гемов за 1000, ну, на самом деле, не так плохо. Да, эпического мне тоже подарили тогда волка. 5 побед и досвидос, да. Нет, это дарили они чисто на там, когда баланс меняли. Когда баланс меняли, они подарили тогда случайного эпического питомца. Мне достался волк, там кому-то достался там либо там, дроган эпический, либо тигр эпический. Ну, тигр эпический, пожалуй, был, наверное, самым худшим там вариантом. Так, сундучок у нас открылся. Ну, пойдемте сейчас тогда в лиге погоняем. Погоняем немножко в лиге. Поставлю я на открытие. Попробуем сейчас что-нибудь собрать с новыми героями. Так. Прошу прощения. Что-то меня в последнее время кашель задалбливает. Так, что у нас вообще есть по новым героям? Ну, крокодила. Ну, крокодила-то как раз можно как бы брать смело. Герой-то отличный сам по себе. Давайте возьмем крокодила. И хотел я посмотреть... Так, нет. Вот Споровика я вообще не вижу. Даже с его новыми всеми этими умениями я его не вижу у себя в пачке. Ну, вот слово совсем. А вот кактуса попробовать можно. Можно его попробовать пробудить. У меня есть 300 карточек. Потому что у него просто шипы увеличатся. 3091 получается. Давайте, да, пробудим кактуситу этого Эль Мариачи. И качнем его докуда сможем сейчас. Немножко все-таки у него умение увеличится. Так, вот 18 шипов он стал давать. 7-й, 8-й. 8-й уровень мы ему дали, 40 на 114. И давайте попробуем его вместо кого-нибудь заиграть. Такое вместо кого? Давайте вместо Шаамуны, почему нет? Попробуем его вместо Шаамуны. Ну и погнали. Да, тоже 5 побед. Ай, задрот, я уже не удивляюсь ничему. Тут 3 слива подряд получить просто вообще как 2 пальца об асфальт. У меня было и 3, и 4, и 5 даже сливов подряд. То есть вообще без проблем. Просто как так и надо. Ну, сейчас летающий кто-нибудь выйдет или Шаамуна. Да, я не удивлен на самом деле. Давайте вот попробуем заиграть кактуса. Жалко, не получилось ему атаки дать. Ну вот свои 57 урона он нанес. Здоровьишко получил. Ага, ну тут же крыса выходит. Опять же, не удивляюсь я этому. Давайте немоту кинем. Немоту кинем. И вот кого сливать? Ну, наверное, крысу сливать, чтобы ее не было. Ну, сейчас у него пойдут эти рокербои, должны пойти. Давай, Артур, по полной программе проходи. Так, вышла у нас Грейс. Вышла Грейс. И мне ее пока убивать-то и нечем. Так, ну мы ее за счет камней можем потом попытаться слить. Камни поставим, поставим Стрика и попробуем ее замочить. Как раз сейчас она мелких уберет всех. А, вот она, Стриков. А, ну Стрики не самым худшим образом на самом деле встали. Кого он вопрос выпустит? Легиона, если да, Легиона. Ну, это печаль, грусть-печаль. Единственное, что хорошо, что раз, два, 3, 200. Хорошо. Вот только Стрика нам, к сожалению, не хватит. Как бы я тут не старался, не парился, Стрика нам тут не хватает. По 81 мы нанесли, не хватает Стрика. Легион вышел, скажем так, ну, четко вообще. Все как надо, короче, вышло. Ладно, поехали дальше, пробовать. Как я и говорил, сейчас пока абсолютно плевать на лигу. Ничего нам не такого. Ну вот я не знаю, как это называется. Вот, чувак, что ты делаешь в 8-й лиге? Вот позволь поинтересоваться просто. Вот с такой картой, вот с такой пачкой. Что ты делаешь, прости, вот в 8-й лиге?
Ты самоутверждаешься, я не знаю, ты в 9-й, ой, в 7-й чувствуешь себя чмом, а здесь ты решил просто, блядь, ну, побыть крутым парнем, что ли? Вот я реально понять такой херни не могу, блядь. Вот хоть бейте, хоть режьте, блядь. Я такого не понимаю, на. Чё он тут забыл, блядь? Нахер ты тут сидишь в этой лиге, блядь? Чё я там, смеяться обещал? Да ха-ха-ха-ха-ха. Какой замечательный чувак нам попался в этой лиге. Просто ха-ха-ха-ха-ха. Ну, блин, ну вот как еще на это реагировать? Я реально не понимаю. Вот единственное, что я брони набираю. Ну так она мне урона наносит, она мне пол хп сносит. Да, я брони набрал, вон 94 брони. Ей плевать на броню. Вот в чем вся беда. Ну сейчас, да, мы кинем немоту ей. Как бы. Не хватает нам, вот опять же. Так, ну вот по-хорошему, лучше здесь ставить крокодила. Лучше ставить крокодила. Получается 70. Не знаю, вот только хватит ее убить, не хватит. По-моему, не хватает нам ее убить. Ну, вот этого хватает, как бы. Ну, 70-64 мы нанесли. Как бы с ней мы сейчас можем справиться по поводу стрика. Но видите, раз, два, три. Вот и все. Вот и все. И главное, двойные атаки, зараза, не приходят. Вот что печаль-то, блин, еще. Там уже брони настакана, я не знаю, сколько там, 210 брони. То есть фактически, если так брать, то он реально неубиваем. Ну, сейчас выйдет еще одна это, нет? Ну, даже странно. Ну, фактически он нас грохнул, да? Но фактически не считается, поэтому мы его убиваем. Но это реально завезло. Я не удивился бы, если бы сейчас тут же вышла вторая Ангелия просто. Вообще вот на раз, два, три вот так вот. Ну, по поводу кактуса, ну, не знаю, если честно. Привет, привет, Спиннер. Спасибо. Покайфуем вместе. Так. 8-я победа есть, и все проиграл. Слушай, ну 8 побед нормально, 4 полноценных звезд. Блять, вот смотрите, давайте рассмотрим Ситуевину. Какие у него еще были шансы тупо прервать атаки моего Огрока, Шаамуна? Она 100% в ситуации будет приходить, соответственно, первый ход ему, не мне. Вот пришлось так играть. Ну, прискорбно, прискорбно. Никуда. Поставь на пол, господи. О, проблема-то. Так, ну вот, благо есть Йорик. Вот только из-за этого я его таскаю, что либо Грейс ставят за куст, либо эту гребаную, как ее там, балбисику эту ставят. Ну, конечно. Угу. Черт, ну тоже, что здесь сделать лучше? Поставить двойную атаку? Ну да, мы так избавляемся от тотема хотя бы. Пофиг, мы получаем 200, но от тотема мы избавляемся. Сейчас можно камнями, в принципе, еще будет закрыться. Крокодил по-прежнему не работает. Ну, сейчас хотя бы мы его наконец уже добьем. А, он сам себя добил. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Давайте так тогда сделаем. Ой, уже просто каждая партия сейчас в лиге превращается в какую-то марабу, блин. Да Йорик вообще просто... Не, Йорик на самом деле очень жесткий герой. Йорик могет, блин, такие партии тащить. Просто иногда удивляешься. Вот, как ему это удается, блин. Он это делает. Ну, чувак пошел там, что, ва-банк, да? Понятно. Ну, сейчас Йорика нету. Это прискорбно.
А, нет, Йорик опять пришел. Блин, Йорик все сделал, короче. Йорик все зарешал в этой партии. Когда этого мясник у нас был таким мемным героем, можно сказать. Я даже про него коротенькое отдельное... О, легендарный сундучок нам упал. Ну надо же. Свершилось чудо, блин. Нам упал Лек-сундук. Надо будет поставить его потом на открытие. Но вот, честно говоря, я не вижу, чтобы Кактус что-то делал такое глобальное для победы. Вот реально просто не вижу. Сколько там у него? 91 здоровья, да? Надо добивать его тогда. Добиваем. И плюс получаем броньку. Кустик мы чуть-чуть не добили. Получили 29 блока. Кто сейчас выйдет? Ореох. Ореох выходит. И вот здесь вопрос. Поскольку он по 54, да? Нет, по 44 все еще. Так. Пофигу. Давайте. Раз, два. Убиваем мы. Ну, понятно. Ну, слава богу, у нас тут сейчас намечается все нормально. И можно попробовать вот кактусом сейчас сыграть. Раз, два. Вот ему дали атаки, и вот он добил своим умением. Ну, супер, здорово, но опять же, ну, что по большому счету он сделал? Да ни хрена, блин. Ну вот, либо надо его реально дальше гнать, то есть, когда у него там за 200 здоровья будет. Но для 200 здоровья, для той же самой 8-7 лиги, это уже до хрена прокачанный герой. Ну вот так, если между нами говорить. А что у меня там будет следующее, получается? В боевом пропуске-то там не леги случайно? Вроде не леги. Эпики. Эпики редкие. Ну, кстати, можно попробовать открыть. Может, что упадет интересное. Так, так, так. Тратишь время... Так, сколько трачу времени на игру? Потому что ты, ну, я так понимаю, через Steam или через Facebook ты играешь. Ну, в общем, через компьютерную версию, грубо говоря. Я играю через мобильную версию. Просто это, ну, BlueStacks. На игру я трачу в среднем, ну, когда нет событий, ничего нету. Ну, если тещу какие-то колоды, то могу 3-4 часа потратить. Если не тещу никакие колоды, то есть ничего нету, просто, допустим, отыграть, ну, час, час-полтора. То есть я тоже как бы не загоняюсь прям, ну, капец. Так, хотел я его все равно повысить. Надо мне его, вот как раз 54 мы ему даем. На 11 не хватит, но вот на 10 мы его загнать смогли. Пробуждение следующее на 16, хорошо. Так, сделали мы это, сейчас доберем карточки, может реально что там отдельно упадет. Тот же самый крокодил, я бы его еще бы на уровень хотел бы поднять на самом деле. Крокодил, крокожу и буду крокодить. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Нет, не упало. Здесь у нас что интересного будет? Так. Вот, да, в том-то и дело, как бы здесь вообще такое, когда вот это вот начинается, что он что-то раздает команде, ну, когда он что-то раздает команде, либо у тебя уже все на поле вообще зашибись, и у тебя до хрена там просто героев стоит, они и сами победят без его шипов. Либо он нафиг не нужен, по большому счету. Так, на 16-м будет 39, 129, 27 шипов. Хорошая черепашка, на самом деле. Если брать вот как раз, как мы там думали с этими всеми заморочками, с ядами, шипами, то она заходит просто прекрасно. Так, вот серьезно говорю, вот даже желания им нет играть вот кактусом. Просто слот занимает, чувак. Вот реально, просто слот занимает, не более того. Что у нас там еще? Споровик, да, этот. Давайте попробуем споровика, хотя он у меня вкачан, насколько я помню, еще слабее. Так, пробуждение, одно пробуждение, да, он там на следующем еще что-то будет из себя представлять. Здесь 22,72, в начале хода наносит 24. Он, грубо говоря, ну, сейчас я его кину, он подменяет собой вот это вот здание. Оно у меня наносит 20-ку, при этом имеет то же самое фактически здоровье. Да, оно не атакует, но оно раздает шипы случайным союзникам природы. И если его качнуть до 21-го, то это будет фактически споровик в нынешней его инкарнации. Так, ладно, давайте ему духовку дадим уж тогда. Раз заняли 7-10 здоровья, вот уже стало 8,7 аж. И еще
4 атаки. 29 на 87. Я ничего не буду о нем говорить, потому что он реально прокачан слабо, поэтому его и обвинить не в чем. То есть надо его выгонять на уровень лиги, и тогда уже можно его пипикать, блин. Самый прокачанный герой... Так, сейчас отыграем и посмотрим. Не помню я. Либо... По-моему, Огрок самый прокачанный. А на 14-й... Да, Огрок и Дьявол. Огрок и Мистер Дьявол. Два самых моих прокачанных героя. Так, ну вот здесь что? Ну, давайте выпустим Споровика. Вот он, кстати, грибочек стал призывать. Так, сейчас, секундочку. Пошли в задницу, ё-моё, блин. Сплошные навязанные услуги. Так, в конце хода дает плюс 6 соседнему союзному лоту. Ну, как видите, здесь он не пригодился, ибо лота тупо слили. Его единственное, пожалуй, можно использовать за счет чего? Чтобы он, за счет него Йорик набрал атаку. Как-то так. Нового героя. Какие бы ты хотел способности? Слушай, Виктор, я уже писал тогда эти, ну, когда героев разбирали по нораме, что я бы реально хотел героя, который воровал бы способности. По-моему, это было бы необычно и интересно. Допустим, он ворует, выходит, у него вот есть там, ну, одна способность такая, там другая такая, допустим. Что там он может там, ну, не знаю, там атаку там небольшую кому-то дает или здоровье. Основная его способность то, что он, допустим, ворует атаку, ворует способность у случайного героя на поле. То есть, да, это был бы такой, скажем так, не прямо топовый там какой-то, блин, скотина. Кинем немоту тогда. Крокодил. Крокодил тоже вот 25% и меньше. Ну и чё? Ну и чё? Ну, стол-то мы сейчас вычистим, как бы. Убили. Хорошо. Вот, я бы хотел что-то с воровством способностей, либо вот что-то такое вот похожее, ну что-то, какую-то интересную механику очень хотелось бы получить. Все-таки Вилана, ну, ничего не могу сказать. Замечательный отхил, очень сильный. Как бы к нему вообще претензий никаких быть не может. В этом плане. Но я не увидел в нем что-то такого глобального, то есть глобально нового. Я думал все-таки... Молодец, убил. А у меня не хватит, кстати, на него урона, насколько я понимаю. По-моему, не хватает. Да. И 20 меньше 25%, 19 точнее. Так что мы его и сожрать не сможем крокодилом. Вот в чем вся беда. Так, я как обычно, блин, как дебил, лечение не включил. Ни хрена я не сделал. Да, мы его не сжираем. Ну, вот. Ну, он сейчас немоту кидает, это понятное дело. Как бы шипы бы копились там и все прочее. Ну, и, вообще базаришь, ё-моё. Ни хрена себе Аматерасу, я офигеваю. Давненько такой не попадалось. Но это из разряда того же, опять же, братан, что ты делаешь в 8 лиге? То есть я этот вопрос еще часто или часто. Воруешь скин, притом на совсем, да? То есть противник купил, а ты такой садовым заходишь, блин, скин своровал. Привет! Ну, можно, да, можно. Так. Было бы забавно. Но нет, именно вот что воруешь умение, вот это было бы мне интересно на самом деле. Ни хрена ты разогнался, чувачок. Чувачок с ноготок. Так, у него есть муна, потому что лучше тогда на муну оставить. Нет, шамуна нету, тогда превращаем его. Блин, Цезаря не убили, вот все еще плохо. Реально плохо, потому что он будет продолжать давать баблы. А мы будем продолжать его превращать в мертвячка. Ну, если нас, конечно, раньше не убьют. Но нас раньше убили. Блин, вот сейчас Огрока отдавать. Жаб душит. Я лучше вот так вот сыграю тогда. Попробую его так забайтить на то, чтобы он немоту кинул. Все-таки здесь уже мертвячки 54, 69. Ну вот, да, развели мы его на немоту. И это радует на самом деле. Стрик, ну, стрик не смертельно. Стрик не смертельно как раз.
Здесь мы можем спокойно, в принципе, кинуть и остру. И продолжить немножечко атаковать. Куда он? Блин. Блин. Ну поставь на третью. Хорошо, хотя бы так. Хотя бы так. Так, 10,59. Ну, маловероятно, что мы его убиваем, конечно. Если только он туда попадет. Не попал. И хреново, притом, очень не попал. Очень хреново не попал. Не попал, скажем так, отвратительно просто. Сейчас мы, конечно, там посносим. Блин, сейчас еще и урона получаем. Бей в этого лучше. Да, вот бей туда. Не надо в огрока бить. А мы еще и не сносим его. Ну, хотя бы этого мы сносим. Брони-то у нас много. Камни он ставит, что есть хорошо, потому что, собственно говоря, она больше не сможет атаковать. Вот у нас нету двойных атак, а двойные атаки нам бы сейчас очень не помешали бы. На самом деле. Блин. Выходит Грейс. Давай тогда уж... Добил. Всех добил, скотина. Сейчас придется ставить Стрика, потому что иначе нам хана. И мы его убиваем. Как-то так вот это работает на самом деле. Но эта комба не так часто проходит, но когда проходит, это выглядит, конечно, блин, эпично. Так, самый прокачанный ответил, о добавлении ответил. Противовес героя на один ход. Да, отдыхай, конечно, Артур. Я же тут никого не привязываю веревочкой-то. Ксеноморфа. Превращался во вражеского героя, да. Вот менять способности, четные и нечетные. И скин можно придумать со сменой персонажа, то есть на четном девчонка, на нечетном пацан. Ну, кстати, это усложнило бы возможности выхода Эостры. То есть, если бы вот так была смена пола, но это уже что-то... Не, хотя толерантненько, да, в нынешнее это время. Но это как-то уже попахивает этим, как его... гермафродитством каким-то, да? Ну, хреново, что он дает эти ее марионетки, они снимают все негативные эффекты. Вот что плохо. Паровичка-то он моего, конечно, превращает, это понятно. Ну, кстати, может быть и не самый худший вариант. Но все равно, конечно, нам не хватит, но хотя бы частично мы его сольем. Следующим ходом мы уже можем немоту дать. Вот те раз. Вот те два. Сейчас он еще этих наплодит, тварин. Кидаем немоту, кидаем огрока, наверное, да, все-таки мы кидаем. Здесь у нас есть. Давайте, да, отсюда, наверное. Не так, чтобы много брони, но и не так, чтобы мало на самом деле. 58 мы получаем. 58 получаем. Сейчас дам ему двойную атаку, конечно же. Блин, вот хреново. Сейчас мы еще и получаем здесь нехило. Очень нехило. И камни мне не поставить. Не съесть мне никого. Ну, мы, скорее всего, здесь проиграем, конечно. Вот те на. Вот те два, блин. Он не должен, да, убить. Так. Отлично. Убиваем и добиваем. Пронесло. Реально сейчас повезло. Сейчас добьем просто эти бонусные сундуки, пока есть возможность на бонусках немножечко карточек поднять. Да мне они там и для заданий будут нужны, недельных. Так что будем пока бить. В лиге, если легендарный упадет... Блин, ну зашибись ты. Ты там смотри, Артур, аккуратнее. Дизентерия не дремлет. Ну, вечно у нас тоже побеждать, конечно, не получится, как бы не хотелось. Вот кто у него вот ради прикола сейчас повангуем? Шамуна выйдет. Нет, ну, практически угадал. Так, давайте тогда уберем сразу здесь все со стола, это добро. Немножко здоровья ему прилетело, еще соточка.
Грейс. Грейс, ладно еще. Это чисто, чтобы просто он это сейчас поставил немоту. Мне кажется, он должен ее сейчас поставить. Нет? Скотина, а ты посмотри, что делает. Не ставит немоту и все тут. Ну, превратим мы твоего огрока, превратим. Поставишь немоту? Просто уже надо, чтобы вышла немота, чтобы мне было проще дальше ориентироваться. Нет, смотри, вот реально немоту просто тупо не ставит. Ну вот сейчас, ну ладно, я его остру поставлю. Все равно же вынужу тебя ставить немоту, блин. Давай ставь. А, немота уже. Я что, пропустил, когда он немоту, что ли, поставил? А, ну, значит, на ваше сообщение ушел. Так, вот что мы здесь можем? В принципе, мы можем поставить вот так вот стрика, даже с одной единицей атаки, он должен добить этого кренделя. Да, отлично. Убиваем. Ну и что нам здесь может так сильно прямо угрожать? Шаамуна может угрожать. Ну, не так, чтобы сильно, конечно, но неприятно. Поэтому давайте-ка от нее избавимся. Немота, если что, у нас на огрока останется. Пригодится. Камень сейчас пропадет. Все, стол пустой. У нас стол полный. Ну, не самый страшный вариант. Не самый страшный. Так, так. Давайте двойные атаки просто дадим. Надо его уже добивать на самом деле. Надо же, на стрика аж дал двойную и туда дал двойную. Одно хп осталось. 90к золота. Так, скоро будет рост до небес. Думаю, ты об этом уже знаешь. Если да, да, ролик я буду однозначно снимать. Это точно, потому что там не будет чего-то глобального, это я сразу могу сказать. Там я буду в основном перегонять леги, которые мне нужны. Частично я их перегоню, частично я немножко еще подгоню под 16 уровни синие, которые у меня не переведены на 16-м. Все это будет как, ну, такая, скажем так, подготовка к глобальному росту в будущем. То есть пока просто я готовлю синих героев, потихонечку подгоняю их под башню, яму. Так, ну, нифига ты с козырей прям заходишь, что ли, чувак? Так что да, по росту ролик будет. Красава, красава. На минималках, да, будет чисто рост на минималках очередной. Ничего такого там глобального не будет. Блин, Огр, конечно, вот... Да, Огрок у меня, насколько я знаю, да, самый прокачанный. Вот я его еще улучшаю, чтобы на 16 был. И становится все вообще нормуль. Так, давайте дадим двойную. Не знаю, есть ли у него вообще какие-то варианты. Единственное, что у нас брони нету, это хреново. Крайне хреново. Брони нету. Сейчас сюда легион выйдет. Нет, легион не вышел. Это уже радует. Легион не вышел, но вышла зато вот такая вот тварь. Ну, мы сюда посадим тогда, чтобы он тупо атаку не мог получить. То есть чисто ради этого. Сейчас там двойные пойдут. Поставить камни. А, Грейс. Блин, ну твою мать. Я не знаю, как это еще назвать. Ну, мне придется вот так вот играть, в принципе, чтобы Грейс хотя бы слить. 184, 155. И что мы тут можем сделать? Да мы практически тут ничего не можем уже сделать. Или можем? В принципе... Нет, не можем, не хватит нам. Да, слили тут. Ну, понятно. Не смогли вовремя убить Харона. Из-за этого чисто мой проигрыш, мой косяк. Так. 1 100 000, ну тоже нормально. Средненько, но нормально. В идеале, конечно, лучше копить 3 ляма, блин. Первый рост до небес на 500к нормально на самом деле.
Я всегда советую сейчас, я сам спешил с ростом в свое время, вроде как и неплохо, да, я и изюма снял, то есть я, ну, качнул всех тогда героев, что хотел, и изюма я неплохо снял, купил все портреты, там, ну и прочее, прочее. Но все равно я советую, что, ребят, копите, копите, пропускайте 1, 2, 3 роста, это гораздо больше потом вас бустанет, чем вы сделаете это, ну, сейчас. Давайте сразу от него избавимся, от Линшау. Не хочется мне с ним заморачиваться. Вот напризывали мы грибочков, может он даже... Нет, попал он, ну, конечно, с паровичка попал. Но у нас аж 3 грибочка, при этом 1,779. Это круто. Ну, не очень. Ну, блин, понятное дело, сейчас придется нам мату кидать. Однозначно. Ну, зато брони наберем. Нехило. Брони мы набрали нехило. Так, у нас есть и остро. Это радует. Это радует. Выжила, кстати, именно та Масура, которая должна была переродиться. Жесть. Вот это повезло называется просто. Реально повезло. Ой, блин. Так, я даже не знаю. Здесь, наверное, как лучше сыграть-то? Ну, здесь, наверное, придется вот так вот, да, чтобы добить ее. Это так и живет до сих пор. Но это трэш, конечно. Вот это удача просто. Как здесь мы его убиваем, да? 55. Надо крокодила выпустить. Этого мы сливаем. Давайте тогда. Похилиться он толком не похилился. Немножко атаки мы у него украли. 87 на 124 крокодил. Ну, есть у тебя еще реально чем закрыться? Нет, сдается. Ну вот, с Масурой, конечно, подвезло маленько. Так, Тинька не нужна нам от слова совсем. Ну, потихонечку продолжаем продвигаться. Но продолжаем мы продвигаться опять же. Ну, точно не за счет справичка. Это просто я его заигрываю, показываю вообще, что это такое. Так, ну, здесь мы, я так понимаю, 2 раза сдохнем. Да. Ну, вот так вот Йорик меняется с Мьёльниром. Ну, когда Мьёльнир хороший, вот так вот Йорик может поменяться с Мьёльниром. А сейчас бы он пригодился. Так, ну, брони немножко будет. Добить он нас, в принципе, не должен. Там даже по 19 на 7,70. Не думаю, что он нас пробьет полностью. Блин, пробьет полностью. Ну, твою же дивизию. Ну, блядь. Вот опять же, чувак, блядь. Немножко атаки сперли. Ну, дает ли нам что-то это? Да, особо ничего не дает. Сейчас здесь пойдет легион, да, я так понимаю. Да, пошел легион. Ну, единственное, что он никого не убивает. Но раз, два, три, 4. Мы еще живем, да? Ну, вот выходит и остро. И камни нам не поставить, соответственно, мы тупо проиграли просто. Ну, вот и все. 47, 36, 36, да, проиграли. Проиграли. Ну, комба, когда идеально срабатывает, плюс Ангелия зашла отлично, скажем так. Не, Масура опасна, да. Она вряд ли будет. Вряд ли вы ее скоро не увидите вообще. Она будет играть постоянно. Ну, это мое личное мнение. Мне кажется так. Не знаю, может, зря я его сейчас поставил. Посмотрим. Может, и стоило все-таки оставить его для этого. Ну да, стоило. Хотя, все равно бы мы проиграли бы здесь. И остро. Больше здесь без вариантов. Сейчас надо уже отхил вырубать. У него там атаки-то душевненько так. Шаамуна вышла. Шаамуна вышла. Сколько мы здесь нанесем? По-моему, не так много, да? Ну, не так много, да. 63. Может, стоило, кстати, двойную поставить просто атаку. Может, не стоило. Угу. Лоскут вышел.
Лоскут вышел. Здесь мы должны его убивать. В принципе, мы его и убиваем. Как раз средними клетками мы заняли средние клетки. Он решил нам не мешать там. Ну, это была, в принципе, его ошибка. Так, забираем еще один сундучок. Ну и все. Здесь у нас закончилось. По большому счету можно поиграть. Изумруды есть. Если что, мы откроем легендарный просто сундук за изумруды. Если вдруг упадет, случится такое чудо. Но, с другой стороны, мне бы еще не помешало бы немножечко в потасовке поиграть, чтобы набрать там, может, руны-ка упадет немножко. Руны нужны. Руны нужны катастрофически. Потому что изюма мало. Надо 40 тысяч рун. Блин, до сих пор вот поменяли бы уже картинку Артура-то, убрали бы, поставили бы, я не знаю, там, того же самого Вилана нового. По боссам у меня, по-моему, там еще остались не пройденные, да? А, нет, все, здесь я закончил, так что попытки нам не нужны, нам нужны именно руны. Давай, Артур, давай. Так, кто-то там предлагал колоду. Сейчас я ее найду, и мы ее как раз и попробуем. Так, только главное найти бы ее теперь. Угу. Бедный Юрик. Так. Вот, нашел колоду. Гремори Грейс и Остро Харон. Шамуна Джакси Селки Титания. Слушай, я соберу такую колоду, но сразу опять же предупреждаю, Титания у меня не дотягивает до того, что надо. Так, и Остро, соответственно, есть. Так, здесь есть. И, честно говоря, почему я такие колоды сейчас в принципе не особо приветствую, потому что мне реально здесь не хватает вот Йорика. Я Йорика сейчас беру практически во сюда. Это универсальный герой для того, чтобы проламывать. То есть он своим уроном разовым проламывает оборону, потом, если что, вторым он его добивает. Так, Гремори Грейс. И Остро. Так, Вилана нету. И Остро. Харон Шамуна, Джакси, Селки, Титания. Харон Шаамуна, Джакси. Сейчас мы ее качнем. Джакси, Селкит и Титания. Селкит. Селкит тоже надо качнуть. Блин. Не, поиграем как есть, ребят. Оставлю я эти леги под рост, чтобы все-таки побольше постараться снять. Поэтому покажу, ну, извиняйте, но покажу как есть. Вот Титанию качну. Титанию вообще без вопросов дадим ей 8 уровень, плюс 12 она дает. 21 на 71, дадим ей духовные связи, все равно их надо делать. Так, и четвертая еще 9. Ну вот 80 на 29 она у нас будет. Ничего такого, конечно, глобального, но как есть. Пойдем мы как раз в потасню, там мы погоняем. В потасне сейчас периодически бывает сложнее, чем играть в лиге. Если у вас есть какая-то сборочка, которую хотите посмотреть, скажем так, в моем корявом исполнении, потому что ну, многие карты еще не качаны, из-за этого возникают терки. Курение не одобряю. Насколько я знаю, сейчас вообще YouTube с этим помешанный, может и банить уже из-за вейпы. Так, ну здесь однозначно мы кидаем вот так вот, потому что много урона тоже здесь нахватывать абсолютно не хочется. Так, сейчас включим себе здоровьишко. Так. Ну вот сейчас ее кидать, это верх глупости на самом деле. Но я ее кину. Чисто чтобы слить просто. Сейчас он кинет, конечно же, немоту. Это понятное дело. Блин, ну, братан, если ты ее не кинешь, я... Жесть просто, блядь. Почему ты не кинул немоту? Так, включаем лечение. Как здесь лучше сыграть-то? Наверное, лучше будет кинуть немоту. 54 урона у нас есть. Но сейчас он обязан кидать немоту. И скорее есть у него сейчас вариант, чтобы нас грохнуть. Вариант есть.
Сейчас, кстати, посмотрим. Вот на нем 72. Да, он нас убивает. Ну, здесь другого варианта в принципе не было, потому что, ну, из того, что заходило, я, в принципе, выжил, что мог. Так, можно будет еще сборку. Легион, принцы, остров, Ланселот, Влад, Йорик, Мистер Дьявол, Красная Жрица. Попробуй скрапа и гарпию золотую. Гарпия не качаная, попробовать можно. Охорона на второй ряд ставить, чтобы после раскидки рун можно было его закрыть для щитов. Нет, это понятно. Там не в щитах сейчас было, ну, скажем так, дело. Сейчас там уже другая плюшка шла. Там мне было, ну, единоразово не избавиться, получается, от флосса. Как бы, и из-за этого я получал очень много урона от него. Ну, как обычно, в принципе, мой, конечно, косяк, то, что я изначально не врубил лечение, хотя должен был это сделать. Так, закроем мы вот так вот. Блин, опять мой косяк. Вот я опять сейчас не включил лечение сходу, хотя обязан был это сделать. В итоге я сейчас опять нахапаю урона. Так. Ну и как обычно я забыл, что он на руне. Я не поставил немоту, которую обязан был поставить. Ладно. Блин, они еще и встали, блядь, идеально практически. Ну, жесть просто, блядь. Так, а сколько у нас здесь блока? Блока 7. Ну вот единственное, что хорошо, да. Да, он убивает этих всех. Понятное дело. Раз, два, три, все. Немота частично помогла бы, скажем так. Ну, сам виноват, опять же. Я вот в этом плане я становлюсь реально невнимательным. В этом плане я реально становлюсь невнимательным. Хотя должен быть внимательным. Так, ну, здесь придется кидать вот так вот. В принципе. Грейс. Мы тогда ставим свою Грейс, в принципе. Блять. Это как называется? Вот позвольте поинтересоваться, многоуважаемые. Как это называется? Ладно, хоть не добил, и то ладно. Хоть не добил, и то ладно. Ну, вообще, конечно, было стрёмно. Так, здесь мы не получаем урон. Если легион он поставит от 2, да, легион он ставит. Раз, два. Ну, это ни о чем. Это ни о чем. Что лучше сейчас? Немоту кинуть, наверное. Либо поставить и острую, а немоту на потом оставить. Нет, немоту все-таки. Чтобы избавиться сразу от 3, скажем так. Ну, тут уже по 108. Тут я не думаю, что у него будут шансы. У Ксиза. Ну, да, тут и пачка гораздо слабее, конечно. Ну, здесь мы его добиваем просто потому что. А ведь не забиваем. Это Сережа извратился, как обычно, короче. Вот зачем вот сейчас было вообще вот выпендриваться, блядь? Ну, просто надо было ход пропустить и все. Ну, нет же, блядь. Твою мать. Ладно, пропускаем ход. Ну, жесть, я любитель. О чем игруха? Да, о бомбежке игруха. Хиросима и Нагасаки, блин. Вместе взятые. Так, ребятушки, еще полчаса есть. Играю до 3. Сегодня в ночь на работу ухожу, так что, к сожалению, дольше не получится. Завтра планирую опять же стрим. И вот завтра уже можно будет спокойно поиграть. Завтра у меня будет полноценный выходной. Если, конечно... Так, мы наносим здесь вообще сейчас 65, по-моему, да? Не актуально. Ну, ставя камень, мы все равно получаем. Так что проще уж так сделать.
Проще уже сделать так. На следующий ход кинуть немоту как раз. Да, взяем немоту. 2 раза по 65. Все мимо. Все мимо. То есть себя представляет мизу? Сейчас поставим мизу. Посмотришь. Вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Давайте так. Сейчас он Грейс, по идее, должен убивать. Ну так, если между нами. Пасанами. Но не срослось. Добиваем мы Остру. Ну и на один ход его осталось. Сейчас попробуем Мизу тогда. Что она из себя представляет? Миза вообще, конечно, крайне полезный герой. Но под нее все-таки нужно сборку немножко другую делать. Ну, не сильно ему помогло-то. Пропускаем ход просто, без всяких извращений и прочего. Ну а что, нормальная сборка работает. Если просто... Ну опять же, я, как и всегда говорю, вы учитывайте, это не Hearthstone. Здесь нельзя дать колоду, и она, заиграет ее. И любая карточная игра, где не надо прокачивать карты. Здесь все очень сильно зависит от прокачки ваших карт. Если вот эти ваши карты соответствуют лиге примерно, ну, то бишь у меня там, допустим, сейчас 20 тысяч, там, да, просит мощь. Вот 15, 500 где-то, 16 тысяч, если есть в этой колоде, она будет играть, абсолютно нормально будет играть. Потому что, например, Джакси, у меня она, видишь, пробуждена только так. На 11 уровне она уже, на 16 уровне она будет выглядеть просто прекрасно. То есть она и атаки будет наносить, и от дальников она защищена. Ну, про селки я молчу, это вообще прекрасно. Один из, пожалуй, моих любимейших героев. То есть вот буду гнать я ее на 16 старательно. Титанию я никогда не заигрывал, но опять же, она имеет уклонение, то бишь ей не страшны стрелки, почему бы нет. На 16 уровне 55-138 дает здоровье, дает атаку бабам. То есть, учитывая, что здесь в основном все взяты девочки, это, кстати, очень сильно поможет, так как все таскают и Остру, здесь и Остра будет практически бесполезна. То есть, ну, кого она может там засалить? Никого. Кинотав Харона не подвержен салу от Иостры. То есть он подвержен только прямому воздействию. Поэтому колода нормальная абсолютно. Так, по поводу Мизу. Там еще советовали. Сейчас мы посмотрим, что советовали. Легион Принц. Ну, может 13к. Ты смотри, главное, чтобы она лиге соответствовала. Я же мощь говорю по своей лиге. То есть у меня вот, ну, в среднем требуется 15-16, чтобы комфортно играть. То есть на 13, ну, такое себе. Иногда возникают просто проблемы, что тупо не хватает немножечко. Вот где-то чуть-чуть. В каждом герое не хватает. Я поэтому и говорю, что вот такой разброс мощи может быть. Тот же самый стрик вот иногда чуть-чуть не хватает. Капелюшечку вообще, но не хватает. Такое тоже бывает, к сожалению. Так, так. Угу. Остров Ланселот. Ланселот у меня слабоват, Влад слабоват, Йорик, Мистер Дьявол, Классная Жрица. Давайте мы попробуем, просто мы немножечко там подшаманим сейчас. Возьмем эту сборку и немножечко ее видоизменим. Так, убираем все это, соответственно. Опа. Угу. Остров игнорить. Ну, я понимаю тебя, то есть можно на девках, да, собирать. То есть и это будет играть, и довольно много есть девчонок реально сильных. Так, Легион Принц, ну, Легион Принц такое себе, да? Легион. Где у нас там Принц? Где-то он в конце должен быть. Вот Принц. Тоже пока его качать не буду. Так, Легион Принц и Остро Ланселот. Угу. Стрелки. И Остро. Ближники. Где там Ланселот? Тоже он у меня, как видишь, очень слабый. 42 на 75. Карточки мне на него не падают. И я не расстроен на самом деле.
Это также и с Владом, кстати, такая же петрушка. Влад у меня вот тут на него чуть-чуть нападало, но вообще он у меня сейчас очень слабый. Влад, Йорик, Мистер Дьявол, Красная Жрица. Так, Йорик, Мистер Дьявол. Где ты? Мистер Дьявол и Красная Жрица. Где-то она здесь должна быть. Вот она. Можно ее пробудить на 11-м. Она будет атаку увеличивать. При смерти дает союзникам с вампиризмом атаку. Ну, пробуждать сейчас ее нет, наверное. Не буду я все же. Ну вот, в районе 13 опять же пачка получилась. За счет слабого Ланселота, за счет слабого Влада. Из-за этого пачка проседает по мощи. Из-за этого мы будем в играх тоже периодически проседать, потому что будет не хватать чуть-чуть. Сейчас мы отыграем 3 партии так, а потом я засуну сюда Мизу просто. Ну, чтобы показать, как все это выглядит. Так, не хочу я сейчас тратить Мистера Дьявола, он может еще пригодиться. Поэтому сделаем так. Так, вышел Мистер Дьявол. Ставим Иостру. И еще я стараюсь сейчас, ну, практически во всех пачках заигрывать Дискордию. Дискордия, я это уже, наверное, 1000 раз говорил, что это реально один из самых сильных героев. Блин, я опять лечение не включил. Да что такое-то со мной? Что со мной не так? Дискордия это один из самых сильных героев, которые дают моментальный эффект. О, Грейс вышла. Отлично. Не добила, и то ладно. Так, ну что, надо принца, наверное, ставить, я так понимаю. Добиваем мы Грейс. Посмотрим, что он сейчас сделает. Если особо ничего не сделает, он сейчас будет убивать его, я так понимаю. Или не будет? Нет, он просто сдается. Ну, видать, нечем было контрить. Он видел, что легион на подходе. Черномора, ты имеешь в виду? Почему? Черномор абсолютно нормальный, просто я его собираю, опять же. Я его коплю. Так, ну вот, вот и первая проблема, скажем так, да? Потому что мне, по большому счету, нечем сейчас убивать. Йорик не пришел. Ну, может, еще, конечно, придет. Но что-то я сомневаюсь. Он меня практически сносит в раз, да? Сносит в лед. Черномор мне очень нравится карта. Я ее пробовал заигрывать, но ее надо качать. Надо ее подкачать. Вот он все мне тут снес. В принципе. И вот что? И что? Ну, придется так играть, потому что лучше получить сотку, если, конечно, в нее попадет. 2, ну, вот туда. Еще и не в нее. Ну, все. Разогналась. Если бы в нее попало, было бы замечательно. Не попало, ну, соответственно, проиграли. Но здесь было и посложнее уже. Не успел посмотреть. Надо с самого начала смотреть. Я вечно это забываю делать. Угу. Нет, Шамуна все еще имба имбейшая, я бы так сказал. Шамуна еще могет. Ну вот тоже, да, интересный такой вопрос. Попадем, не попадем? Сейчас он, скорее всего, принца поставит. И тогда у нас шансов очень мало будет попасть. Нет. Ну, блин, понятно. Ну, вот куда деваться, мне все равно надо сносить его. Как ни крути. Потому что он продолжит раздавать здоровье, чего абсолютно не хотелось бы. Так, ну понятно. Урона мы уже наполучали. Урона мы уже наполучали. 77. Ну, давайте поставим. Дадим немножечко здоровья легиону. Попробуем. Ну, сейчас тоже легион, я так понимаю, пойдет. Все-таки да. Такую сборку лучше, наверное, брать действительно на Джимми. Нет, смотрите-ка, не легион. Не легион. Так, а вот что мы здесь можем? Да практически ни хрена мы здесь не можем. Потому что Ланс слабый. Влад слабый, просто не хватит даже пробить. Если бы был нормально Влад прокачан, то мы бы пробили. Влад прокачан хреново, соответственно, ну там еще и на руне. Нам и пробивать-то особо нечего. Ну, здесь можно сливаться просто.
Всем привет. Привет, леди Лайла. Колоды у 5 мировых лидеров, у всех одна и та же подборка. Соберите подобные и поиграйте. Э, Объясняю, почему я никогда не использую колоды топов, почему я все время стараюсь собирать сам. Я уже, в принципе, об этом говорил, могу повторить. Я собирать ее соберу, это не трудно абсолютно. Ми хороша только со стопроцентным уроном по врагам. У меня 50%. Она не заиграет в полную силу. То же самое я могу сказать о Шершаке. Ну, Шершак еще кое-как у меня подтянут под лигу. То же самое я могу сказать про Скрапа. Он у меня немножечко не дотягивает. То есть и вот в этом немножечко и кроется вот эта вот суть, что топовые колоды проблематично используют. То есть Ми без стопроцентного урона абсолютно другой герой. То есть, ну, я не вопрос. Давай сейчас ее соберем. Просто я ее сфоткаю, чтобы мне удобнее было собирать. И мы ее по-быренькому соберем. Где там эта сборка? Сейчас мы ее найдем. Так, загрузки. Сейчас мы ее найдем. Так, вот. Где там эта сборочка? Ну, вот эта сборочка. Собираем, соответственно. Понеслась Грейс. Понесся Йорик. Йорик, Грейс. Ангелия. Александрия и Ми. То бишь порядок стрелки. Ну, сами все видите. Можно даже вот ради прикола ее качнуть еще. Ми. Природа ближник. Где ты, моя любимая? Вот она. Ну, ей я могу дать, но я даже до 75% не дотянул. То есть, потому что 75% у нас появляется на 16, 15 или 16 уровень. Я уже сейчас, честно говоря, просто толком не помню. Крыса Фредди. Так, природа крыса. Хаос Фредди. Природа Шершах. Вот он у меня на 13 уровне, но опять же, его надо пробуждать, и его надо обратно гнать. Будет сильнее. Пока оставляю так, как есть. Так, и, соответственно, мертвый лорд. Мертвый лорд, это у нас хаос. Вот такая сборка. То бишь, раз, два, три, четыре, пять ближников, 3 дальника. Почему 5 ближников? Потому что у него в основном все замешано на Йорике, потому что у него Йорик, соответственно, ну, вот такой вот. Это без пробуждения, я считаю. То есть наносит 185, получает по 110. Соответственно, в будущем это будет выглядеть вот так вот, по 184, увеличенное там по 250 где-то. Он будет получать за убитого героя, то есть 500 он получает сходу, если убивает 2 здания, допустим, каких-то. И плюс еще там атака. Вот так работает Йорик по полной программе. То же самое и с Фредди связано, то же самое связано и с Шершахом. То есть, ну, не буду я ему давать, тут, ну, десятка, да, здорово. Да, можно, конечно, дать. Потому его все равно качать. Ну, потому все равно качать. Ну, плюс 10 с другой стороны, это нехило. Давайте дадим, да. Хрен с ним. Наберу я еще немножечко голдишки к этому. Так нет, я сразу предупреждаю. Тут не в том суть, что качанный он не качанный. Тут суть в том, что сборка такая, я сразу предупреждаю, что да, какие-то герои будут слабые, из-за этого проседаем, из-за этого сборка полноценно работать, ну, не сможет, к сожалению. Это прискорбно. Блин, вот отвратительный стартовый пул, просто хуже и быть не могло на самом деле. Кстати, плохо, что здесь нет какого-то дополнительного окошечка, где пишется, что там осталось столько-то, например, до там вашего навыка. Ну вот его тоже Грейс выходит. Убиваем.
Естественно, выходит и остро. Ну, кстати, тут не грех и так сыграть, чтобы от остроты избавиться. Сейчас главное нам немоты дождаться. Вот сейчас ее должен поставить, по идее. Я это специально для того и ставил. Следующим у нас пойдет, соответственно, Фредик. Постараемся. Придется сейчас тоже немоту давать. Или не придется? Ну, сколько здесь у него атаки получается? Раз, два раненых. Не хватает. Придется ставить здесь немоту. И сейчас выпускать я не вижу смысла на самом деле. Ну, не самый худший расклад, если так брать. Блин, ну вот именно же в него надо было попасть. Ну, вот твою же дивизию. Ну и масуры пошли. Нам справляться с масурами-то и нечем, в принципе. Нам справляться с масурами-то и нечем. 57, 73, 65. Ну, вообще, на самом деле, несерьезно. Еще и камни встали плоховастенько. Ну, давайте Грейс отдадим как бы. Ну, да твою ж мать. Обидно. Чуть-чуть не добили. Ну, сейчас мы можем его Фреддиком как бы добить. Как бы мадьем. Ну, блин, еще и камень сам убил себя. Фреддиком-то мы его добьем, конечно. Но вот что это дает, уже здесь, по-моему, ничего не дает. Здесь единственный шанс это вот... Нет, шанс не сработал. В принципе, здесь можно сливаться. Опять же, сотка. Сотка должна быть. Я говорю, Ми без сотки это печаль. Ми поменять на нового гриба. Да ну нахрен. Ми в этом плане посильнее гриба-то нового будет. Даже при топовой прокачке. Она с ней более комфортно играть, и она больше пользы принесет разово. Так. Ну, опять же, Грейс поставим. Да, понятно, что он отхилится за счет куста. Сейчас надо будет отхил врубить. Угу. Угу. Ну, хорошо, что мы ее убили. На самом деле это радует. Потому что с Юстией мы бы сейчас хлебнули бы буря. Ну, понятно, что здесь он нас добивает. Трэш. Трэш, трэш, трэш. Избавимся от тотема, но что это дает? Да, по большому счету, ни черта не дает. Сейчас выйдет легион просто, и все на этом закончится. Нет, смотрите-ка. Еще живем. Недолго. Опять же, поставить Фредди ничего не даст. Это. Поставить Ми то же самое. Ну, как я и говорил. $174. Ну, опять же, поражение. Но поражение скорее даже, ну, из-за того, что, опять же, идет недокач просто. Недокач героя идет, к сожалению. Ну, куда деваться? Куда деваться? Блин, зачем я это сделал? Закройся нахрен. Ну вот. Оба-на. Здесь нам и Йорика тоже, по-моему, не хватает. Да, ни хрена себе. Чувак, ты откуда такой взялся нарядный? Ну, сейчас дракон выйдет. Я просто в этом, блин, на 100% уверен почему-то. Почему-то я уверен на 100%. Ну, кто бы сомневался, на самом-то деле.
Мгм. Ну, сейчас не убить. Не убить-то можно? Ладно, от Грейс избавились, уже неплохо. Но там 228 урона подвисает. Сейчас мы кинем немоту, получается. Ну, это капец. Даем немоту. Я даже не знаю, ну здесь, наверное, проще так будет сыграть. Сейчас пойдут эти, блин, рокербои. Пойдут рокербои. Пойдет легион, очевидно, да? Да, пойдет легион. Ну, как бы много-то он тоже не нанесет, с одной стороны. Ну и приятного мало. И мне, кстати, не поставить сюда даже эту Александрию. Поэтому придется вот так вот играть. Поэтому придется вот так вот играть. А это отвратительно. Ну ладно, хотя бы не убили. Так, вот здесь уже вопрос. Как лучше сыграть? Раненых у меня один. Либо 23 поставить. Сколько у него там блоков получается? 17 блока. То есть 101 кинотаф дает. У меня будет 80 и 23. Ну, по идее, мы должны его убивать. Да, мы его убиваем. Хорошо, уже хорошо. Здесь двойные атаки, единственное, что плохо. Да, 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Но не добил. Не добил. Здесь у нас, по идее, должно хватать. Да, хватает. Получаем мы 100 монеток за наше мучение. Так, блин, как мне достали вот эти хрени какие-то, которые шлют. Ми тогда надо отсюда убирать. Нельзя брать вот поголовно все карты у топов. Тогда надо отсюда реально Ми убирать. Потому что она не раскрывает свой потенциал полностью. Надо, значит, вместо Ми кого-то другого ставить. В принципе, я не могу сказать, что она здесь является ключевой картой в этой колоде. В принципе, ее замена на любого другого качественного ближника не даст колоде пропасть. То есть она все равно будет рабочая. Но, опять же, нужен достойный Йорик. Это раз. Это однозначно просто. Нужен достойный Йорик для такой колоды. Если уж на это ориентироваться. И вместо той же самой Ми, например, можно воткнуть ту же самую Дискордию, которая даст двойную атаку Йорику. Ну, так как мы хотели попробовать Мизу, давайте попробуем Мизу. Вот у меня Мизу. В принципе, можно ее даже немножко качнуть еще. 8-й, 9-й ей дать. Вот. Блять, на 18. И воткнуть Мизу, например. Вместо кого воткнуть Мизу? Ну, вместо той же самой Ми, например. Как бы попробовать вот так вот сыграть. Давайте попробуем с Мизу все это дело. Ну, под Мизу, кстати, хорошо брать, например, того же самого Виксена. Виксен тоже хорошо очень заходит с Мизу. Очень хорошо заходит. Так, ну что мы здесь можем? Мы можем либо сыграть так, она его убьет, он войдет в нее, но смысл? Мы здесь проще уж тогда просто сделаем ее смертной. Понятно, что Александрии мы сейчас, скорее всего, лишимся. Да, мы ее и лишаемся. Давай без анимации только обойдем. Ну хорошо, еще ладно, хорошо. Вот, кстати, Мизу пришла как раз. Как раз к нам пришла наша Мизу. Я даже не знаю, стоит ли ее сейчас выпускать, эту Мизу. В принципе, можно вот так вот сыграть. Кстати, до сих пор, да, вот этот баг реально работает.
И Фредди, ну понятно, что он ей урона не наносит, но если бы баг не работал, и он бы снес ей это, то все бы было по-другому, и это было бы логично. Но вот эта хиль продолжает работать, гребаная, блядь. И вот мне теперь вместо того, чтобы, блядь, достать своего Фредди, мне придется вот этой хероборой заниматься, блядь. Давайте здесь тогда поставим. Вот, выходит у него конек, 2 руны он ставит, в будущем он будет ставить 3 руны, там, при определенной прокачке уже. Ну, пока вот 2 рунки он ставит, тоже, по-моему, не самый плохой вариант. Да, Мизу как бы, ну, понятно, что мы проиграли. Хер ты с ним, как говорится. Но то, что вот эта хрень работает дальше, вот мы снесли камень Шамунь. Какого хрена, блядь, не идет... Виктор, да, господи, я уже давным-давно плюнул на это. Есть у меня все эти... как его? Блин, ну вот вообще шикардос. Просто шикардос. Ну, включаем лечение, и получается, кого нам надо убивать? Вот эту нам надо убивать, по-хорошему. Чтобы тех всех покоцать. Блять, двух пок... Ты, блять... Ну как так-то? У меня все портреты есть, как бы, ну изюм здорово, но изюм в основном я использую для башни, ямы, ну, для событий. Ну, как бы все. Ну, постараемся там тоже немножечко сливок снять. Блин, может еще туда уйти. Еще живы, да? Даже странно. Так, ну вот здесь будем использовать Шершаха. Вопрос, куда? Блин, ну вот... Не туда пошло. Нахер. Я даже так расстроился, что оно аж вылетело. Сейчас, ребятушки, загрузится все, и мы продолжим. Пока буквально я отскочу, тоже у меня немножечко дел поделаю, и через 2 минуты я вернусь.
Моя вернулся. Сейчас продолжим наше поползновение. Еще полчасика, я думаю, проиграем. Так, привет, Ярослав. И на механике атаки этих персонажей. Привет еще раз, Артур. Проверят баги, только вводят новые механики для появления новых. Да, багов на самом деле многовато у механиков, у панорамиков. К сожалению, никуда от этого не денешься. Так, поехали пробовать дальше эту сборку. Соответственно, мы добавили туда Мизу. И сейчас будем пытаться уже нормально заиграть Мизу. Так, это мы удаляем. Вот хорошо, конечно, когда Мизу приходит на первый ход. Это реально хорошо. Так, хорошо у него прокачано. Так, а мы 23 наносим, да? Придется крысой, значит, пробиваться. Придется пробиваться крысой. Крысу он, конечно же, сейчас... так вот даже, да? По-хорошему надо, конечно, сливать это дело. Потому что он будет баблы дальше раздавать. Ничего в этом хорошего не будет. Давайте так сыграем тогда. Убьем мы это зданица. Ага. Понял тебя. 204. Ну вот сейчас его ставить нет. Я лучше сейчас Александрию реально поставлю. Так будет удобнее. Ну, понятно, что он тут все сливает. Нет, не все сливает. Тогда играем вот так вот и убиваем его. Немота сейчас должна будет пойти, да, чтобы Фреддика замутить. Замютить. Этот баг можно пофиксить быстро, но его очень сложно выявить. Да, колода истопов. Единственное, что мы добавили туда, получается... мы добавили Мизу вместо Ми, потому что, ну, как я уже и говорил не раз, Ми хороша только на фуловой прокачке. То есть, ну, не то, что прямо на фуловой. Хотя бы 75% в принципе будет достаточно. Так, сейчас немоту, наверное, надо, да, кинуть. Мы здесь пробиваем, там не пробиваем. Угу. В принципе, мы и так и должны, по идее, сливать. Ну, если нам немножко хотя бы повезет. Нет, немножечко нам не повезло. Как обычно, в принципе, это и бывает у меня. Понятно. Ну, я даже не сомневался, что так будет на самом деле. Ладно, есть крыса для таких дел. Так, понятно, пошла. Угу. Давайте так тогда. Сразу избавимся от нее. Блин, мы все от этих камней сраных не можем избавиться. Еще и острый их маленечко подхилил. Нам бы нужно, чтобы вот этого слило, чтобы мы могли шершаха поставить. Ну, в принципе, конечно, можно и сюда шершаха поставить. Можно вообще вот так вот сыграть. Потому что вот эта палатка, она, ну, очень сильно мешает, скажем так. Надо уже Мизу по-хорошему выставлять-то. Надо по-хорошему уже Мизу выставлять. Угу. Вот рунки мы кинули, заморозки. Должно помочь в идеале. Ну, как-то вот так вот это выглядит. Убили мы этого негодяя. Твоя хорошо. Да твоя тоже неплохо.
Куда вот попало? Туда попало. Так. 77. Угу. Наверное, вот так вот будет лучше сыграть. Фредик у нас, если что, там висит, болтается. Мы еще, кстати, даже хилку я еще не врубал. Я что-то так увлекся здесь. Хилку-то я еще и не врубал. Наверное, здесь все-таки надо от нее избавляться. Пятачок мы оставили. Как раз под Фреддика, чтобы вышел. Спасибо, Артур. Но до супер ютубера мне еще уху! Да и вряд ли я когда-нибудь вообще им стану. Низа или та, которая вызывает... Лотрикс. Ты знаешь, наверное, все-таки я бы сказал, что Лотрикс в этом плане, ну как даже сказать, не то что посильнее. Лотрикс, во-первых, у нее марионетки очень много дают. То есть они снимают негативные эффекты. Мизу все-таки хороша в связке, ну, с тем же самым, например, не знаю, ну как, кто у нас там. Так, раз, два, три, вроде должны мы его убивать сходу, да. Убиваем мы его сходу. С Виксоном, вот, вспомнил. Хороша она с Виксоном. Ну, конечно, я даже не сомневался, что траванешь ты именно его. Да, здесь уже, думаю, можно и так сыграть. Добиваем. С Виксоном, с той же самой Фрост, очень неплохо может зайти Мизу. Хотя все-таки Фрост, наверное, больше... Ну, цели понятно, что разные. В плане того, что механика-то у них именно набора урона, то есть то Мизу сжирает своего элементаля и получает атаку. Лотрикс сжирает свою марионетку, снимает негативный эффект и получает ее характеристики. То есть вот в этом плане они как бы немножечко, скажем так, схожи. Немножечко, опять же. Так, что здесь? Здесь, наверное, лучше будет поставить вот так вот нам. Еще 2 рунки мы кинули. Здесь уже, в принципе, все у него в таких... Хорошо, что вот здесь вот стоит. Так, ну, здесь, я думаю, все-таки лучше вот так вот сделать, да? Тут еще руны вызовем. Вот еще руны, все в заморозках. Именно вот в этом плане дамажит, да, дамажит, ну как, мне кажется, Мизу по дамагу получается чуть меньше, если не ошибаюсь, конечно. Угу. Давайте избавимся от нее, что ли. Хотя можно было все это спокойно в лицо как бы шибануть. Вот. Но, с другой стороны, можно брать ту же самую Мизу, можно брать, если реально нужно снимать негативные эффекты, то можно, например, брать ту же самую Александрию. Как бы тоже не такая уж и большая разница. Давайте вот так вот сделаем. В плане дамагу, да, Мизу как бы тоже хороша, ничего вроде как и не скажешь. Ну все у нас уже в заморозках, 2 клетки осталось свободные. Вот дали, вот что называется, дали Мизу немножечко разогнаться. Она тут начинает все творить, просто грязь вообще творить. Так, что здесь можно сделать? Здесь, наверное, либо так, либо... Да нет, наверное, так вот. Тоже, когда очень много вариантов, прям вообще. Человеку, короче, нельзя давать много выбора, скажем так. Здесь мы убили, по-моему, набрала она уже атаки. Нет, не набрала еще. Ну, понятно. Поставил именно на 2 клетки, где больше всего героев. Ну, здесь ему уже никак не законтрить сейчас Грейс. Поэтому... Так, ну здесь кинем просто немоту. Можно еще одну по-хорошему Мизу там поставить.
Угорать чисто. Должна уже набрать она, да, атаки. Все, набрала она уже атаки и добиваем его наконец-то. Довольно длительные партии получаются с такой колодой. Да, следующая Фимперия. А в Фимперии у нас Селкит, Афродита. Селкит, Афродита и из хаоса Красная Жрица. Вот. Селкит, Афродита, Красная Жрица. А, блин. Женя уже написал, я тут вспоминаю, короче. Ну, такое тоже бывает. Так, что у нас там по сундуку? Сундук, по-моему, еще не откатился у нас в лиге. Победный нет. 6 часов, 6 часов до победного, час до этого. Вот единственное, что радует, легендарный сундучок упал. Уже приятно. Так, ну что, давайте, если есть у кого желание, здесь офигенных лег. Я хочу Лотрикс и Ореоха. Да, это игра на терпение. Не, Афродита вообще топовая. Селкит отлично себя показывает при прокачке определенной. Ну, Жрица это, я считаю, опять же, одна из топовейших. Во-первых, лег хаоса. Это однозначно. Конечно, при определенной, опять же, прокачке. Она раскрывается на полную. И, да и, пожалуй, одна тоже также из сильнейших стрелков, ну, вообще, в принципе, в игре. Но там нужно под нее, конечно, чтобы побольше заспамливать поле, чтобы могли атаковать и долбить. Афродита, опять же, да, на 100% от ХП, когда идет, это просто убийца вообще. То есть Афродита хороша тоже раскрывается по полной, как и та же самая Ми при поздней прокачке. Чисто из хаоса, ну, можно из хаоса собрать, конечно, это такое себе будет. Ну, давай соберем, давай попробуем. Вот так вот можно, в принципе, взять Ореоха. Сейчас посмотрим, кто у нас тут вообще еще есть. Так, у нас получается 3 ближника, 2 дальника. Либо Шаамуна, либо это. Ну, Фреддика давайте оставим. А по дальникам у нас... Давайте как раз Лотрикс возьмем. Мадам Агонию. Или его убрать. Или Фредди убрать. Кого-то... Давайте лучше Ограка возьмем. Все-таки Ограк у меня... А, вон Дискордию можно взять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хотя вот насчет Грэмори у меня, честно говоря, большие, конечно, сомнения. Очень большие сомнения. Блин, все-таки не может она по полной, блин. С этим багом от Огра она раскрыться по полной программе не может. Я бы с удовольствием взял в эту пачку Голиафа. Миша, Шах, Виксон еще позже раскрываются. На полный потенциал от 16. Ну да. Ну, Шершах, слушай, насчет Шершаха я бы поспорил. Он может. И Виксон. У Виксона все-таки вот это моментальное то, что у него есть. Вот опять же. То, что у него есть моменталка вот в плане того, что заморозка идет от других героев, ну как и от него, так и от других героев, то он и тут может очень сильно помочь на самом деле. Так, а вот здесь у нас, кстати, могут возникнуть небольшие проблемки. Нам надо его вот так вот будет добивать сейчас. И Ограка поставим. Ага, понятно. Я вас понял. Я вас понял. По-моему, за раз я его добить-то и не смогу. Так, ну тогда Немату придется отдавать. Отдавать Немату. Ставить Ограка. По 36 мы ему проносим пока что. Ну, Легион уже вышел, это хотя бы радует. Этих мы, в принципе, должны слить Фреддиком. Должны слить Фреддиком. А их надо сливать. Но деваться тут некуда на самом деле. В принципе, у нас тут сколько блока сейчас? 29. Не должен он нас убить, по идее. Чтобы прямо вот так вот. Куда ушло? Фредди, да? Так. Я даже не знаю, как лучше-то. Ну, наверное, все равно Дискорде лучше сейчас будет поставить.
потом можно выставить по 72, потом можно выставить мертвого лорда. Как раз он... А, ну еще Фредди выйдет, ну, он сдается. Можно было бы мертвого лорда, он бы как раз пронес по всему полю бы урон. 25 рунок мы получаем. Нет, полный эффект именно там. Я с тобой полностью согласен. Сейчас у меня времени 15:11, осталось у меня 20 минуток на вас, ребятушки. Больше, к сожалению, выделить не смогу, потому что реально в 5 часов мне уже уезжать на работу, и дела очень много. Так, кем работаю? Я на пенсии вообще, ну, военный пенсионер. А работаю я охранником. Великой и могучей Транснефти. Если бы она еще и платила, как великая могучая, я бы был вообще в восторге. Я бы был вообще в восторге. Так, здесь у него 17, сотка получается. Здесь у нас будет 80, и мы еще урон нанесем. В общем, должны добивать, по идее. Да, добиваем мы его. Ну, не получилось, единственное. Угу, вот так вот, блин. Хреново, конечно. Придется отдавать немоту. Придется отдавать немоту. Можно, в принципе, поставить Лотрикс на самом деле. Со всеми-то он вряд ли справится за раз. И так он уже 2 массовиков выпустил, затейников. А, он на этих играет, понятно. Так, ну что здесь мы можем? Здесь, наверное, лучше вот так будет сыграть, чтобы... Если что, в дракона бы ушло, мы бы дракончика бы быстренько добили бы и получили бы обратно Фреддика. Фреддик в полном хаосе раскрывается также очень даже неплохо. 22:11. Ну, сильно. Так, Фреддик, соответственно, ушел туда. По-моему, не убиваем мы его. Но что поделаешь. А, Фредди вообще жив, что ли, остался? Фредди выскочил уже. Дракон помер, понятно. И атаки получает 55. Угу. Ну, уже, честно, очень хорошо разогналось, конечно, у нас. Ну, здесь победа. Здесь победа, как ни крути. Все, добиваем. Но при этом у него по массовкам нормально на самом деле было. Все на такое вот замешанное. Интересная колода довольно. Может быть, Хабаровский край, село Богородское. О, нифига, у вас уже у всех поздно. Я, походу, самый такой ранний житель. Единственное, что когда вот стоит Лотрикс и выставлены ее все марионетки, то Дискордию кидать иногда бывает проблематично. А, ну понятно, здесь ее и не придется кидать, в принципе. Закроемся пока от него так. Сколько он там, 7,7, по-моему, должен наносить? Да, 7,7 он наносит. Блин. Еще и на руне она стоит. Если я не ошибаюсь, да, еще и на руне стоит. Ну хрен с ним тогда. Кидаем немоту. Кидаем тогда немоту мы. В принципе, здесь у нас проблем быть не должно, да? Но они будут. Давайте так вот. Попробуем. Одна, получается, в него ушла. На 36 рунка. Блин, не самым удачным образом они, конечно, встали. Не самым удачным. Здоровье он им надавал, конечно, от души. Душевно в душу. Ну вот и что мне тут делать? Если он стоит на руне, то это хана, да? Да, он стоит на руне, плюс она попала не туда, а попала сюда, но... А нам не хватит его и убить-то, блин. Да, вот что хреново. Блин, ну... Да. Все. Уссурийск. Так, до свидания. Буран сильный, холодновато. Блин, охренеть у вас, ребят. Ну, у нас
И у нас еще по-божески снег лежит и все. Но снега нападало, очень снежная зима в этом году, очень снежная. Снега нападало просто капец. Так, давайте Фреддика, наверное, первого тогда выпустим. Он как бы урон принесет. Но, конечно, в плане моментального урона дьявол круче всех. Он у меня под 300 наносит периодически. Ну, когда зданий много, при первом выходе он может нанести под 300 урона, блин. Ну, отлично. Единственное, что плохо, что здесь. Ну, ладно. Фредди вышел. Грубо говоря, один ход мы просираем. Надо ее убивать, это однозначно. Нограка может слить, что плохо. Тут нету брони. Блин, ну отвратительно встали. Отвратительно встали. Ну и легион. Ну вот, блядь, самая наистандартнейшая схема просто, блин. Вот дальше ехать некуда. Но она работает, да? Так, здесь мы сливаем. Здесь можно вот так, в принципе, поставить. Получается, там 51, и ему нужно 112 урона с руки выдать. Мне кажется, он это сможет сделать. Нет, не сможет. Отлично, хотя бы так. От камня мы избавились. 202 уже урона. Так, ну это не мота, ничего страшного. Там мы убиваем. Ну, у нас вот еще один есть. Есть еще один. У нас, по-моему, на руне. Нет, не на руне. А вообще замечательно тогда. Раз не на руне. Ну, Краснодар. Сколько всего лет, которые призывают. Сейчас посмотрим, на самом деле, кстати, да, интересно. Вот, он сдается. Давайте глянем, что там вообще у нас по легам, которые призывают. По-моему, у нас для этого в фильтре была отдельная строчка, если не ошибаюсь. По-моему, была отдельная строчка призывом. Вот, призыв. Ну, смотри. Во-первых, ну, соответственно, это Лотрикс. Она призывает, это Мертвый Лорд. Он призывает. Из такого он призывает, соответственно, Калатболгу. Она свои копии, кролика, кристаллы, ну, уменьшенные свои копии, которые тоже урон наносят. Мертвячков, цветок-людоед, тотем, ну, в Анакауре, соответственно, призывает конька морского, призывает худу-худу, которые замораживают противника, призывает в Анакауре, призывает свою, ну, вот, каменного голема, призывает свои тоже ослабленные копии, то бишь 18-103, эхо безликого, призывает Теслу, призывает, опять же, эпические этих, как она, смерть крыс она призывает, ну, 15-9 они. Ну, этот призывает грибочек теперь, сморчок. При убийстве призывает, при смерти кроме хаоса, призывает двух полых с отравлением. Соответственно, призывает здание, призывает брата ада, призывает лучниц, призывает мини эту совушку, призывает лучниц, призывает после смерти мотыльков, соответственно, призывает марионетку, этот после смерти надгробие призывает, кристаллы, мертвячков при попадании, ну, цветочек, ну и поехало то же самое все в эпических и синих версиях. То есть вот все герои, которые что-либо делают именно с призывом. Медные монеты, они для того, чтобы покупать на черном рынке, то бишь башня яма. Вся хата уже в мертвячках. Ну да. Так. Ну что, в принципе, вот колода хаоса, как бы то ни было, она все равно будет играбельной. Единственное, что я бы хотел... Сейчас покажу. О, 20 изюма. Я бы хотел все-таки прокачать, конечно, где он там. Голиафа очень я хочу попробовать с ним разные сборки. Вот, пока он очень слаб. Одно пробуждение, нужно на 11 его пробуждать, соответственно, и гнать.
пройдет, ну, Красю на атаку станет получше. Просто, ну, с десяткой кражи это ни о чем. А это его одно из основных умений. То, что он там пентаграммы присылает, это херня. И при появлении союзников, пусть он даже будет наносить там 8-16, 11-25, это будет хорошо, если вы призываете мертвого лорда, либо если Лотрикс призывает как раз вот своих там кренделей, этих марионеток, то это хорошо будет. Но я очень хочу заиграть Голиафа, посмотреть, как он будет выглядеть в пачке хаоса. То есть вот все в таком роде. Ну что, давайте буквально еще парочку игр сыграем по тосне. И я на сегодня буду с вами, ребят, прощаться. Время уже поджимает совсем. Так, кстати, я забыл проверить друзей. Что мне кажется, я меньше монеток стал получать. Так, вот кореец, 2.12. Я вам тоже советую периодически чистить список друзей. Вот 13 дней вот я не проверяю. А люди не заходят по несколько дней, я теряю из-за этого монетки. Так что есть 2 свободных места. Если у кого-то есть желание, то, соответственно, кидайте приглашение. Вот мой ID, KochBP, ну или Conan Warbar, как угодно, понимаете. Ну вот, кидайте пригласы, напишите в чате свой ник, если это будет еще во время стрима, то я вас добавлю просто. 2 места есть. Ну, ребята, желательно, чтобы вы заходили каждый день, чтобы раскидывать монетки. Потому что их вечно не хватает, и вот я в этом событии пришлось изюм тратить. Так. Я даже не знаю, как здесь лучше сыграть. Поставить сюда, ну, получу уроном. Ну, с другой стороны, не так уж, в принципе, много и урона-то я получу. Если что, есть в Дискорде. Ну, если он сейчас, конечно, плотно не закроет. Блять, ну, я так и знал, блин. Вот реально так и знал, блин. Это второй ход только. Блин, ну ты его сейчас выставлять тоже нельзя. Ладно, давайте поставим. Ну, блин, даже не закрыл. Ну, сейчас мы немату кинем, но этого уже мало будет. Он нас пробьет, во-первых, своим умением. Во-вторых, на нас яды висят. Ну, понятно. Сейчас мы, конечно, уже кинем немату, но поздновато. Поздновато, прямо скажем. Крестюк, ты куда? Хорошо. Так, ну вот что здесь делать, по большому счету? Блин, очень все плохо, конечно. Надеюсь, что попадет в того, кого мы быстренько сможем слить, чтобы он опять выпрыгнул и опять нанес урон. Только так нам еще можно что-то придумать. Блин, ну вот из всех, кого ты мог, собака бешеная, попасть, ты попал в самого неудачного героя. Просто в самого неудачного героя. Че и так вот отвратительно все встало, блин. Ладно, давайте так сыграем. Мы, конечно, освобождаем место еще для одной Ангелии, которая может нас грохнуть спокойно, потому что здесь... Ну ладно, еще ничего. Нормально. Нормально. Блин, ну... Хреново. Сейчас еще один флосс, я не удивлюсь, если пойдет. Нет, не пошел, и то ладно. Так, ну вот нам сейчас желательно было вот так вот все это сделать. Блин, мы еще и не убиваем его. Ну твою ж мать, блядь. Мой косяк. Сейчас сюда порядок выйдет и будет грустно. Ну, вот единственное, что, пожалуй, хорошо. Куда вот он улетел? Сюда? Нет, значит сюда.
Хорошо. Хотя бы здесь разобрались. С помощью прыгающего Фредди. Да-да-да, сейчас закончится игра, я приму. Так. Угу. Масура и Муна. Ну, Шаамуна я все равно считаю, что играл и будет играть. По поводу Масура, да тоже играет. Масура имбовая. Угу. Я пользуюсь обеими, вина работает сложно. Испоганили. Угу. Я в чем не приветствую... Так. Кинул приглас. Так, ну что, здесь мы, в принципе, должны побеждать, да? В принципе. В принципе, должны побеждать по-хорошему. Не сможет она много слишком урона нанести нам прям глобального. Вот Фреддик выпрыгнул, тут очень много он получает. Сейчас умрет сам. Да, победили. За счет Ореуха на данном этапе. Так, сейчас посмотрим, кто там что кинул. И приму. Так. Други. Так, Real Deal мне только вот вижу. Это кто? Real Deal есть такой? Мне 40 лет. В прошлом году мне исполнилось 40 лет. Так, Real Deal, признавайтесь, это кто? Может, в лигах повыше не так чувствительно. Раньше с первого раза большинство задников чистило, теперь не забивать. Да, вот то, что пробой они порезали, это, конечно, сильно отразилось на Масуре в плане играбельности. Здесь ничего не могу сказать. Так, что у нас там? Я могу, блин, открыть сейчас легендарный сундук за изюм, но я просто впустую потрачу изюм на самом деле, потому что я вот реально уже не верю, что мне упадет. Он, кстати, мимодел, Хурма, Фред, Шемрак тут, Рето. Здесь у меня нету, 4. Вот мне получается 655 изумрудов надо. Вот мне жалко реально отдавать 650 изумрудов просто в пустоту получается. То есть если руны не упадут, это просто прохеренные изумруды, потому что задание я все равно не пройду, а изумруды потеряю. Так, никто не признается, кто такой Real Deal. Невозможно добавить, если ты просто Артур. Тут добавляют по ID. Я так понимаю, Real Deal это никто. Здесь таких нету. Винар, я твой не получил, если только ты не Real Deal. Признавайся, это ты? Ой, блин. Все уже затекло. Даже стул, кстати, нормальный я купить, блин, не могу. Потому что если я куплю нормальный стул, то у меня кот его просто уничтожит в течение одного дня. Вот такая вот проблема у меня возникает. Поэтому мне хороший стул не поставить. Из-за этого я страдаю, блин. Артур, мне нужен ID, чтобы добавить человека. Винар, и ты, если не трудно, там, кидай тогда свой ID, я попробую тебя добавить. Потому что, ну вот, я не знаю, кто такой Реал делал, но вот больше никаких запросов, как вы видите, нету. Из-за этого, да, только Реал делал. Ну, у меня все-таки спина уже убитая. У меня там сколько, 2 сейчас или 3 грыжи, поэтому периодически тяжело, ну, больно бывает. Да не, я согласен, просто, ну, если есть возможность, то почему нет, там человек может элементарно написать, многие вот не пишут просто и все. Так, блин, опять же хреново, что здесь нельзя почему-то вставить, добавить ID друга. Вот. Ок. Все, кинул я тебе приглас. Так что там потом зайдешь в игру, прими. Ну,
я все-таки стараюсь, как бы, понятно, что без разницы. Ну, я стараюсь, если есть возможность, то, как бы, чтобы люди были, ну, знакомые в этом плане. Так попроще. Там всегда можно в той же самой телеге написать, попросить там, чтобы белые души кинули. Кто еще, кстати, не в телеге, то приглашаю в нашу болталку-поболталку. Там можно чему-то научиться, может, вы нас чему-то научите. Так что вот так вот. Ладно, ребятушки, тогда на этом сегодня будем заканчивать. Я благодарен, что вы провели со мной эти 2,5 часа. Спасибо вам. Хорошего настроения. Ну и завтра ориентировочно планирую стрим, но ничего, ребят, прям стопроцентно обещать не буду. Вот, постараюсь завтра еще стримец залупить. Все, на этом. Пока-пока. Хорошего настроения еще раз. Ну и успехов в ивенте. Пока, ребят. Пока.